Описание представленных томограмм пациента 1962 года рождения от 29 июля 2019 года. Представлены томограммы низкого качества, что затрудняет трактовку результатов исследования. Область исследования. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Поясничный лордоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков сегментов L1-S1 на T2V вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков со снижением их высоты, более выраженной в сегментах L3-S1. Передне-боковых краевых костных разрастаний с обезъязвлением передней продольной связки в местах прикрепления к телам позвонков и задне-боковых краевых костных разрастаний в сегментах L1-S1. Соотношение в дугоотрочатых суставах правильные. Суставные восетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе сзади. L1, L2 аксиальных сканов нет. L2, L3 определяется дорсальная циркулярная грыжа до 6 мм с признаками компрессии нервных корешков с обеих сторон. В сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передний-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. L3, L4 дорсальная диффузная протрузия 3 мм с признаками минимальной компрессии нервных корешков с обеих сторон. В сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передний-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L4, L5 определяется дорсальная циркулярная грыжа до 4 мм с левосторонним фораминальным компонентом до 6 мм с признаками компрессии нервных корешков с обеих сторон. В сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передний-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. L5-S1 срединная протрузия 3 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Заключение. Дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. МР-картина межпозвонковых грыж L2, L3, L4, L5, протрузии межпозвонковых дисков L3, L4, L5, S1. Рекомендована консультация невролога. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий Центром КТ-МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Исследование у вас выполнено с не самым лучшим качеством. Много шумов, изображение нечеткое. По всей видимости, это был низкопольный открытый томограф с напряженностью магнитного поля 0,2-0,3 Тесла. Первый сегмент поясничного отдела L1-L2 вообще аксиально не прорезан, поэтому в нем наличие грыжевых выпячиваний оценить сложно. Наиболее значимая грыжа в сегменте L4-L5. Слева она до 6 мм и сильно сдавливает нервный корешок. Такие грыжи обычно не оперируют, их лечит невролог, к которому вам нужно обратиться. Контрольное исследование лучше делать на аппарате 1,5 Теслы.